Приветствую всех на канале. Это у нас Кона, и она после ДТП. Вот здесь такие вот повреждения есть. Автомобиль у нас запускаться не хочет, но и не включается зажигание. Пробуем включить зажигание, и у нас ничего не происходит. А ну еще раз нажимай. Но если ударить по предохранителям, то у нас машина, зажигание как минимум включается. А пришли к этому, потому что не могли машину снять с паркинга. Она стояла на паркинге и пытались закатить ее в бокс, она у нас не выезжает. И после того, как ударили сюда, она начала включаться. Здесь видно, что без свинцовый припой, то есть значит здесь есть какая-то плата. Это не просто блок предохранителей с толстенными шинами. Здесь есть еще какая-то электроника. И, возможно, она повредилась при аварии и что-то там сломалось. Но якобы говорят, что здесь блок предохранителей поменяли, но, честно говоря, я не вижу, чтобы его здесь меняли. Он поломанный. В общем, будем заниматься этим автомобилем и смотреть, что у нас, почему у нас так себя ведет. Короче, проблема была не здесь. Здесь нормально все вскрыл. Нормально, но проблема оказалась при замене вот этой релюшки на этой. А как выявил, просто постукивал. И после простукивания вот эта релюшка, которая стоит теперь здесь, она у нас включалась. Теперь, переставив местами, у нас зажигание включается все время. Так, включается все время, уже хорошо. Проверил сами релюшки, и все релюшки на самом деле исправные. Вот я снял, и переставляя их местами, автомобиль запускает. И у них разные номера. Здесь 95-230, 95-230, 95-230, а здесь 95-220. И вот что у нас есть. Здесь у нас сопротивление 83, 82 Ома. Сопротивление обмотки. 81,3 Ома. 83,5 Ома. А у этого у нас 120 Ом. 120 Ом, в 1,5 раза больше. Вот из-за этого эта релюшка у нас и не работает. И владелец сказал, что на некоторых релюшках были отбиты корпуса и просто взяли с другой машины и поставили сюда реле. Но на самом деле лучше бы они этого не делали. Нашел у нас на складе несколько релюшек. И они все, на удивление, похожи как на остальные. Странные релюшки. Почему-то она с другим сопротивлением. Ну и она контакты как-то позолоченные. Видимо, для каких-то спеццелей. Вот аналогичная релюшка с такими же позолоченными контактами. И вот с обычными лужеными контактами. И они с правильным сопротивлением. Поэтому сейчас установлю другое. Это, кстати, тоже Hyundai. И номер 95-224, 220, а там 230. Ладно. Поставим это, проверим это реле. Так, да, зажигание включается. Ладно, с одной бедой решили. Но эта беда еще не самая главная. Проверил проводку в месте, где был удар. Проводка здесь не повреждена, но ошибка у нас горит. Сервисный разъем стоит на месте. Он и стоял, его никто не снимал. Ну, по крайней мере, когда автомобиль к нам привезли. Поэтому здесь хвил у нас не в обрыве. Проверил по схемам все нормально. И по мануалу нашел, где есть еще должна быть петля, которая обрубает батарею. В случае аварии или ДТП она должна ее размыкать. И петля, оказывается, должна быть здесь. Вот сейчас я сюда подкинул просто провода, чтобы перемкнул, вернее иголочки, чтобы перемкнуть провода, потому что здесь пенный папа, и у меня на него разъема нет. И автомобиль начал запускаться.
Автомобиль у нас запускается. Вон загорелась зеленая машинка со стрелочками. И уже включается передача. И автомобиль даже начинает двигаться. Так, единственное, что здесь еще нужно долить хладагент. Непонятно, это хладагент, это фреон-кондиционер или же охлаждающая жидкость. В общем, нам была поставлена задача запустить автомобиль, но дальше уже будет решать владелец, что с ней делать. И сейчас тогда уже согласуем с владельцем, чем дальше мы занимаемся. Возможно, ее заберут и дальше будут сами собирать. И это очередное подтверждение того, что иногда достаточно все собрать на место, и автомобиль поедет. Ну, как минимум, если петля обстояла на месте, то уже упростила бы работу. Ну, а дальше нужно было решить вопрос с релюшкой. Я эту релюшку оставлю владельцу, покажем, расскажем ему, и сюда пока поставили другую. В общем, два таких момента: это неисправная релюшка и отсутствующий разъем, сервисный разъем или петля, которая аварийная. В результате автомобиль обездвижился и попал к нам в работу. В общем, вот такой вот был ремонт. Если вам нравится такой контент, то подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч, всем пока. Да, кстати, если мы будем продолжать работу, то это видео будет длиннее. Если нет, то значит мы закончили с ней работу. Еще владелец сказал, что автомобиль не заряжается. Но он, в принципе, не мог заряжаться, потому что там как минимум... нет, релюшка не влияет, как минимум вот эта цепь разомкнута, поэтому, в принципе, заряжаться она и не могла. Сейчас она заряжается, и берет она у нас 2 киловатта. Батарейка, кстати, заряжена на 54%. Остаток заряда 19 часов. Если здесь добавить больше 10 ампер, то будет заряжаться быстрее. Кстати, пробег на автомобиле 23 163 километра. Но здесь дефект вызван не неисправностью или качеством автомобиля, а все-таки следствие ДТП. Решили проверить, что же с этой релюшкой. И вот если дать ей 12 вольт, вот 12 вольт ровно, и пробуем как. При 12 вольтах она включается. А если дать чуть-чуть меньше, 11,9, еще включается. 11,7. О, вот она уже не включается. Это специально... Реле при опрокидывании должна запускать машину. Реле, да. Все. А ну стой, да, если добавить чуть. Вот даже при 12 вольтах она не срабатывает. При этом потребление есть? 90 миллиампер. Даже так уже не хочет. Притом здесь чувствуется, что якорек. И вот как раз вот этот эффект и был, что когда по нему ударишь, оно работает сверху. Кстати, вот это реле хорошо делать для противоугонки. Да. Секретку. Раз, нажал, ударил по ней. Но это сейчас 12,3 вольта. Ну да. Все. Вот такой вот. И из-за этого реле у нас не включалось зажигание. Вроде как и работает, но что-то не дорабатывает. И возможно было, что подсаженный слегка аккумулятор, а возможно при включении зажигания где-то идет какая-то просадка, и сюда тупо не доходит полноценные 12 лишним вольт, и все, и вот это сопротивление, которое в нем, оно перестает работать. А вот если взять другое реле, вот допустим вот это реле, где у нас? Да. Вот это. Да, вот это реле, и вот сейчас посмотрим, при каком напряжении оно будет срабатывать. Стой, давай. Хватит. Да совсем.
9 вольт. Это реле срабатывает даже при 9 вольтах. При 8 вольтах. 8,4 вольта. И в разном положении. Даже при 6,6, 6,3. То есть уже еле-еле клацает, нету, идет дребезг контактов, но оно хоть как-то включает, и лампочка еще загорается. И при 5 будет. Да, еле-еле уже нету. Кстати говоря, вот так вот, если вот так и выходят из строя контакторы на автомобиле. Если низкое напряжение на аккумуляторе ниже 12 вольт, то нету жесткого прижатия. Вот сейчас слышно жесткое срабатывание его. А когда аккумулятор слабый, оно еле-еле втягивает. И происходит дребезг контактов, и они подгорают. В общем, вот так вот реле вроде работает, но оно не работает.